Клаудио, во-первых, добро пожаловать в Петербург, и сразу же вопрос. Говорят, что у вас были предложения и из МЛС, и из Португалии, и из Италии, и из Франции, и из других стран, но вы выбрали Россию и конкретно «Зенит». Почему? В первую очередь, спасибо вам большое за такой теплый прием, который вы мне оказали. И я говорю не только о городе, но и о партнерах по команде. Для меня было очень важно поговорить с ними, чтобы они приняли меня и тоже поприветствовали. Это правда, что у меня было несколько недель на то, чтобы сделать выбор. Но с самого начала, если честно, я склонялся к «Зениту». Уже зная Хавьера Рибалту и Миму Кришето, которые мне рассказали о том, насколько серьезным клубом является «Зенит». Мне говорили, что это очень сильный клуб. Клуб, активный во всех направлениях своей деятельности. Уже в первый день я убедился, что это не просто слова. Я увидел замечательную тренировочную базу, красивейший стадион и потрясающих болельщиков, которые показали себя на матче против «Спартака», в течение которого вели себя просто здорово. Для меня сегодняшний день, пожалуй, станет очень эмоциональным событием, потому что это мой первый выход на поле, первая встреча с фанатами, и я хочу полностью насладиться этим днем и прожить его на полную. Наверняка был момент пару недель назад, когда вы вечером собрались с семьей за ужином и сказали: «Семья, есть возможность перебраться в другую страну». Как это было, как отреагировали ваши близкие? Итак, начнем с того, что я родился, вырос и прожил всю свою до настоящего момента футбольную жизнь в одном городе. И получается, что всегда находился дома, так же, как и моя семья. Поэтому любая новость о будущем моей карьеры, так или иначе, обернулась бы для моих близких какими-то изменениями в их жизнях. Санкт-Петербург — это город, в котором бывали многие мои друзья. И они высоко отзывались о русской культуре. И каждый из них сказал нам одно и то же: езжайте спокойно. Это красивый город, и вы там точно обустроитесь. Да, для нас это новый опыт, но это ведь моя работа. Я профессионал и должен выходить на поле и играть в футбол. Нам очень любопытно здесь оказаться. Мы взволнованы, но рассматриваем этот новый опыт позитивно. Вчера, когда вы прилетели в Санкт-Петербург, из самолета выгрузили порядка 20 чемоданов. Это такой обстоятельный переезд за один раз, или нужно будет сделать еще пару вылазок, чтобы перевезти все вещи? Мы хотели приехать все вместе, потому что это принципиально важный для нас момент, особенно для детей. Было необходимо как можно быстрее показать им город и интегрировать их в новую жизнь. Мы уже ищем дом, школу для мальчиков. Дети уже дождаться не могут момента, когда продолжат играть в футбол. Они тоже его обожают. Так что все эти чемоданы были заранее собраны и прилетели с нами, готовые к тому, чтобы начать новую жизнь. Сегодня утром у вас состоялась очень теплая встреча с главным тренером Сергеем Симаком. Это был ваш первый разговор или до приезда в Петербург вы тоже общались? Мы говорили по телефону несколько дней назад. Как и сегодня, я тогда сказал мистеру, что хочу продолжать выигрывать. Я привык к этому за многие годы и не хочу останавливаться. Хочу продолжать выигрывать, но теперь с «Зенитом». Прошлый сезон был сложным, сейчас же мы идем на первом месте. В Лиге Европы выпала группа, которую точно по силам пройти. Наша цель — это точно выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов. Для меня это главные цели, и, думаю, мои партнеры по команде разделяют их. Я также хочу как можно быстрее встроиться в игру мистера Симака и найти взаимопонимание с партнерами на поле. Хочу узнать их как можно лучше, чтобы помочь им, особенно учитывая сложный надвигающийся период, когда будет Лига Европы и чемпионат. А ошибки допускать категорически нельзя. Вчера в инстаграме вашей супруги было много историй, связанных с вашей прогулкой по Петербургу, и такое ощущение, что вы намотали километров 10, наверное. Маршрут для вас составлял Мимо Кришето или вы как-то сами? Нет, Мимо нам дал несколько советов, куда пойти, где стоит жить, но на самом деле, когда ты приезжаешь в Санкт-Петербург, тебе не нужны советы. Это очень большой и значимый город, очень богат в культурном плане. На любой улице, выходя из абсолютно любого отеля, приезжий сразу оказывается в месте, где все пропитано историей и культурой. Нужно просто выйти, пройтись и увидеть красоту этого города.
Вы ведь приезжали в Санкт-Петербург с Ювентусом 10 лет назад. Вы помните тот матч, тот приезд в город? Сложно уместить в голове столько воспоминаний. Когда ты на выезде, ты в основном в отеле, на поле и просто не имеешь возможности по-настоящему познакомиться с городом. Вчера же с воды я смог увидеть все то, чем богат и известен Санкт-Петербург. Мосты, залив, вечерние огни, которые преображают город. Надеюсь, у меня будет время, чтобы узнать его получше. При этом хочу отметить, что, несмотря на то, что я так много рассказываю о городе, я здесь для того, чтобы играть, чтобы концентрироваться на работе. А когда будет время, быть может, пройдусь и посмотрю все то, что есть в Питере. Однако сейчас важно интегрироваться в команду, в футбол мистера. Поэтому я здесь для того, чтобы играть, а не смотреть достопримечательности. Если немного поговорить все-таки о футболе. Вы игрок центра поля, и на бумаге все выглядит так, будто вы будете играть в связке с Леандро Паредесом. Вы ведь наверняка знакомы с Лео. Да, я его уже знаю, потому что в прошлом он выступал в серии А. Тогда он был молодым талантом, который подавал большие надежды. Он хорошо выступал там, хорошо выступает и здесь. В команде есть много и других хороших игроков, и в первые дни моя задача — это познакомиться с ними. Да, обычно я в центре поля, но за всю мою карьеру я поиграл на разных позициях. Мистер это знает, так что я готов играть любую роль, которую он мне доверит. Главное — играть. Я буду отдаваться на все 100%. Все на благо команды. Это намек на то, что нас может ожидать какой-то сюрприз? Нет, это просто моя прерогатива. За всю карьеру я поиграл на многих позициях, в зависимости от схемы тренера. Я могу действовать справа, могу действовать слева, ну и, конечно же, в центре. Мистер увидит, на что я способен в течение ближайших недель, и уже тогда примет свое решение. Ваши сыновья играли в Академии Ювентуса. Правильно ли мы понимаем, что теперь они будут играть в Газпром Академии Зенита? Да, думаю, что да. Они обожают футбол. Наш спорт этим и прекрасен. Дети ведь влюбляются в мяч раньше, чем в футболку. Им интересно только играть, и они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в футболке «Зенита» и множество ударов по мячу. Мы записываем это интервью за несколько часов до товарищеского матча с Кайратом, когда весьма вероятно случится ваш дебют, пусть и в неофициальном пока матче. И это будет первый раз в вашей жизни, когда вы выйдете на матч, на газон в футболке, на которой не будет логотипа Ювентуса. Что вы будете ощущать, когда наденете футболку «Зенита» и будете готовиться к тому, чтобы выйти на поле? Не могу знать этого. Ранее я сказал, что очень жду эмоций этого дня. Я выйду на новый стадион, впервые надену новую футболку «Зенита», и очень хочу насладиться всем, что мне принесет этот день. Эмоциями, ощущениями, всеми ситуациями, в которых я окажусь. Потом все будет постепенно становиться более и более привычным, и я смогу отдавать всего себя за новый клуб. Клаудио, вы взяли 10-й номер в «Зените», но в то же время сказали, что готовы играть на любой позиции. Означает ли десятка, что вы можете играть и классически под нападающими? Раньше десятка был игроком, который всегда действовал впереди. Потом история игровых номеров немного изменилась. Я же выбрал номер 10, потому что считаю, что, во-первых, это очень важный номер, а во-вторых, это было некоторым изменением после стольких лет. И я подумал, что новый опыт должен выражаться даже в таких деталях, как игровой номер. Но это никак не связано с позицией на поле. Это, как я уже сказал, зависит от тренера. А если бы свободной была восьмерка, взяли бы ее? Я даже не думал об этом. Рад тому, что имею. Важно было приехать сюда и начать это новое приключение. Какие впечатления о базе «Зенита»? Можно ли ее сравнить, предположим, с базой Ювентуса? Есть различия, и это нормально. Но видно, что база очень высокого уровня. Ювентус же, кстати, в этом году сменил свою базу.
То, что я увидел здесь сегодня в первый день, не вызвало никаких вопросов. Все в достатке. На полях, в медицинском центре, в тренажерном зале. Так что могу сказать, что у «Зенита» просто идеальное место для занятий футболом на профессиональном уровне. Вы заключили контракт на 2 года. Почему именно на этот срок? И чего ждете от этих 2 лет? Или, может быть, чего-то ждете по завершению этих 2 лет? Чего бы вы хотели добиться? Мои задачи раз в год выигрывать как минимум 1 трофей. Это точно. За эти 2 года я хочу выиграть все, что можно, и вернуться в Лигу чемпионов. Ведь это самый большой европейский турнир. Думаю, это справедливо начать с 2 лет, потому что не только я должен узнать клуб, но и «Зенит» должен узнать меня. Вы должны увидеть Клаудио Маркизио на поле. Поэтому сейчас я должен думать только о работе и тренировках, а также о том, как поделиться с партнерами по команде своим энтузиазмом и желанием побеждать. Это первый сезон, и я хочу сделать его полным трофеев и побед.